Она появилась в Нью-Йорке в 2016 году, словно сошедшая со страниц глянцевого журнала. Анна Делви, так она себя называла, представлялась дочерью немецкого нефтяного магната и наследницей состояния в 60 миллионов евро, запертого в европейских трастовых фондах. Она была одета в Александр Уанг, Супреми и Серлин, разбрасывала 100-долларовые купюры в качестве чаевых консьержам бутик-отелей и говорила с очаровательной смесью европейских акцентов, навсегда оставляя ощущение, что вы встретили кого-то по-настоящему важного. Она легко вписалась в мир нью-йоркской элиты, став своей на закрытых вечеринках, где тусовались Маколей Калкин и скандально известный миллионер Мартин Шкрели. Ее искусные познания в моде, искусстве и вине создавали образ человека из высшего общества, которому можно доверять. Одни были уверены, что ее отец – дипломат, другие клялись, что он – нефтяной магнат, третьи утверждали, что семья Делви владеет крупнейшим в Германии антикварным бизнесом. Ее главной жертвой и одновременно проводником в мир гламура стала консьержка отеля Нев Дэвис. Анна осыпала ее дорогими подарками, оплачивала фитнес-тренера и спа-процедуры, создавая иллюзию крепкой дружбы и безграничной щедрости. Она дарила людям надежду на причастность к чему-то великому и сказочно богатому, и они верили. Настоящая история Анны Сорокиной начиналась совсем не в глянцевых особняках Манхэттена. Она родилась 23 января 1991 года в Домодедово, рабочем пригороде Москвы. Ее отец Вадим работал водителем-дальнобойщиком, мать владела небольшим магазином. В 2007 году, когда Анне было 16 лет, семья переехала в Германию. В школе в Эшвайлере она была тихой и замкнутой, немецкий давался ей с трудом. В 2011 году она поступила в престижный лондонский колледж искусств Central Saint Martins, но быстро бросила учебу. Затем был Париж, стажировка в журнале Purple с зарплатой 400 евро в месяц, и именно там она начала представляться Анной Делви. Родители утверждали, что не узнают этой фамилии. Сама Анна позже призналась: «Я просто ее придумала». В 2013 году она приехала в Нью-Йорк на неделю моды и решила остаться. Здесь, по ее словам, было легче заводить друзей. Она перешла в нью-йоркский офис Purple, а затем придумала идею, которая должна была стать ее билетом в мир больших денег – фонд Анны Делви, частный клуб и художественный центр. Она выбрала здание Church Missions House на Парк-авеню, исторический особняк площадью более 4000 квадратных метров. Для аренды требовалось $22 миллиона. Анна подделала банковские выписки из Швейцарии, подтверждающие наличие 60 миллионов евро, и отправилась за кредитом. Очаровав всех, Анна начала реализовывать свой грандиозный план. Она подписывала фальшивые чеки, подделывала платежные поручения и уверяла банкиров, что ее состояние вот-вот разблокируется. Один банк выдал ей $100 000, которые она так и не вернула. Постепенно у знакомых начали возникать сомнения. Когда наступало время оплачивать счета, кредитная карта Анны случайно не срабатывала. Она просила друзей оплатить частный самолет до Омахи за $35 000 или роскошный отдых в Марокко за 62 000, обещая вернуть все до копейки. Люди списывали это на то, что у богатой наследницы просто слишком много денег, чтобы следить за мелочами. Они оправдывали ее странности, подавляя внутреннюю тревогу верой в ее легенду. Она использовала изощренную схему, оплачивала расходы друзей из среднего класса, чтобы поддерживать легенду о богатстве, но более обеспеченных знакомых просила оплачивать свои счета и забывала вернуть деньги. Как отмечали наблюдатели, Анна понимала психологию, люди доверчиво тянулись к запаху старых денег.
Хороший вкус воспринимался как членство в элитном клубе и, следовательно, доказательство кредитоспособности. Галерист Майкл Сюйфу Хуан стал одним из первых, кто заподозрил обман. Анна пригласила его в отпуск, попросила оплатить билеты, и после отдыха не вернула деньги. Момент прозрения наступил, когда иллюзия начала трещать по швам. Друзья, оставшиеся с огромными долгами, банки и отели, которым Анна задолжала сотни тысяч, подали в суд. Выяснилось, что немецкая наследница — это Анна Сорокина, дочь водителя-дальнобойщика из подмосковного Домодедово. Одной из самых громких жертв стала Рэйчел Делааш Уильямс, фоторедактор Vanity Fair. Она рассказала, что взяла на себя счет за поездку в Марокко на $62 тысячи, потому что верила, Анна вернет деньги. Мне потребовалось мучительно долгое время, чтобы признать, что меня обманули. Я действительно считала ее подругой. Я придумывала столько оправданий. Может, она боится рассказать родителям, может, она импульсивна, может, они отрежут ее от денег. Я находила способы оправдать ее поведение, пока у меня не осталось выбора. Это был шок. Люди чувствовали себя униженными и обманутыми. Ирония судьбы заключалась в том, что самые ярые обвинители нашлись не среди миллиардеров, которым неловко было признаваться в своей доверчивости, а среди обычных людей, потерявших реальные деньги. В 2017 году Анну арестовали в Малибу, и весь ее хрупкий мир рухнул. Охота на Анну Делви стала делом чести для пострадавших. Журналистка Джессика Преслер провела собственное расследование для Нью-Йорк Магазине, восстановив путь Анны от подмосковной школьницы до нью-йоркской иконы. Ее статья в 2018 году, получившая название «Лето аферы», скрыла всю глубину обмана. Судебный процесс превратился в настоящий спектакль. Анна, не желая сдаваться, наняла стилиста и появлялась в зале суда в образе светской львицы. Она несколько раз отказывалась ехать на заседание, потому что ей нечего было надеть. Рэйчел Уильямс, наблюдая за этим, была озадачена, это было очень в духе Анны. Она умела привлекать внимание и устраивать шоу. Ты просто сидел и смотрел, потому что она была просто ошеломляющей. 25 апреля 2019 года присяжные признали ее виновной по 8 пунктам, включая хищение в особо крупных размерах и кражу услуг. Судья Дайан Кизель сказала: «Я поражена глубиной обмана подсудимой». 9 мая 2019 года Анна Сорокина была приговорена к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет, оштрафована на $24 тысячи и обязана выплатить компенсацию $199 тысяч. Катарсис для жертв наступил в тот момент, когда судья вынес свой вердикт, разрушив легенду о неуязвимой наследнице. В 2021 году Анна Сорокина вышла на свободу досрочно за хорошее поведение и участие в тюремных программах. Но финал этой истории оказался сюрреалистичным. Интерес общественности к ее персоне был настолько велик, что Netflix заплатил ей $320 тысяч за право на ее историю. Из этих денег она и выплатила компенсацию пострадавшим. Сегодня Анна носит электронный браслет и продолжает строить карьеру на скандальной славе. Ей грозит депортация в Германию из-за просроченной визы. Но она не исчезла, она появляется на светских мероприятиях, записывает подкасты и даже пытается переосмыслить свой образ. Рэйчел Уильямс написала книгу «Моя подруга Анна», которая была опционена HBO. В интервью она призналась: «Я знала, что такое социопат в теории, но совсем другое — встретить его в реальной жизни. Это не черно-белое, это не бросается в глаза. Теперь я могу предупредить,
обращайте внимание на поверхностное обаяние и отсутствие долгосрочных отношений. Это главные признаки. Сама Анна после приговора сказала «Нью-Йорк Таймс», «Моим мотивом никогда не были деньги. Я была одержима властью. И я не хороший человек». История Анны Делви — это не просто криминальная хроника. Это зеркало общества, в котором образ и уверенность в себе часто ценятся больше, чем истинное происхождение. Она пробила стеклянные потолки, сексизм, эйджизм, классовые барьеры, не потому что была гением, а потому что мир элиты оказался готов поверить в сказку, если она рассказана достаточно убедительно. Это предупреждение о том, как легко быть обманутым, если дать надежде и жадности затмить здравый смысл, и как искусно можно продать даже собственную ложь.